21 ноября 1989 года самолет Ан-24Б предприятия «Аэрофлот» выполнял заказной рейс 37577 из Перми в Советский, в ходе которого перевозилась вахта нефтяников. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 35 пассажиров. В 10 часов 38 минут экипаж прошел первую предполетную подготовку, но так как в советском погода к тому времени ухудшилась, вылет пришлось отложить. Далее экипаж получил прогноз погоды на период с 12 по 19:00, согласно которому в советском предусматривался шторм, неустойчивый ветер, дымка, сплошная слоисто-дождевая и разорвано-дождевая облачность, в которой наблюдалось умеренное обледенение высотой 80 метров и верхней границей 500 метров, видимость 1000 метров. Затем в 12 часов 20 минут командир получил сводку о фактической погоде в аэропорту прибытия. Ветер северо-восточный слабый, сплошная облачность высотой 180 метров, снег, дымка, видимость 3 километра. Такие данные были выше метеорологического минимума, поэтому в 13 часов 15 минут экипаж принял решение на вылет. В 13 часов 55 минут Ан-24 вылетел из Пермского аэропорта и после набора высоты занял крейсерскую высоту 5700 метров. Также перед вылетом в баке самолета было залито лишь 2900 килограммов топлива, что исключало возможность при необходимости уйти на запасной аэродром Пермь или Нижневартовск. Авиалайнер подходил к советскому уже в сумерках, после получения фактической погоды, а также после получения разрешения диспетчера в 17 часов 16 минут пилоты приступили к снижению. При этом командир решил, что пилотировать авиалайнер на данном этапе будет второй пилот, что противоречило указаниям в программе по подготовке летных экипажей Ан-24. Также экипаж не включил сразу противообледенительную систему. Позже ее, однако, включат уже перед проходом дальнего приводного радиомаяка, но лишь после того, как 3 раза сработает сигнализация обледенения. В 17 часов 24 минуты экипаж занял высоту 1200 метров и выставил на высотомерах давление аэродрома, о чем доложил диспетчеру, после чего сверил их показания и начал снижаться, пока в 17 километрах от взлетно-посадочной полосы не занял высоту круга 500 метров. Диспетчер указал, что заход на посадку будет производиться по системе ОСП, то есть через приводные радиомаяки, по посадочному курсу 304 градуса. Но в нарушении инструкций не передал обновленные данные о погоде, а также не указал, где находится взлетно-посадочная полоса и какова ее маркировка. Шасси были выпущены на приборной скорости 315 км в час, а закрылки были выпущены сперва на 15 градусов при скорости 285 км в час и переведены в посадочное положение на 30 градусов при скорости 240 км в час. Датчик радиовысотомера пилоты установили на 62 метра. Далее, связавшись с диспетчером, командир сообщил о входе в глиссаду на высоте 500 метров, в 10 километрах от торца взлетно-посадочной полосы, а затем начал снижаться в соответствии со схемой, выдерживая заданные параметры. Однако, когда до полосы оставалось 6 километров, а высота составляла 250 метров, вертикальная скорость снижения возросла до 5 метров в секунду. Но экипаж этого не заметил, так как пилоты пытались устранить боковое уклонение. В результате авиалайнер опустился ниже глиссады и прошел дальний приводной радиомаяк на высоте 150 метров вместо 210. Заметив это, пилоты постепенно снизили вертикальную скорость до нуля и сохраняли горизонтальный полет на протяжении километра, пока не вернулись на глиссаду, после чего продолжили снижение. На высоте 130 метров бортмеханик должен был дать команду «Оценка», но он этого не сделал, как и не дал команду «Высота принятия решения» на соответствующей высоте 100 метров. Сам командир на высоте принятия решения не сообщил экипажу своего решения. Сидевший в кабине бортмеханик-инструктор при этом ничего не предпринял, чтобы исправить допущенные его проверяемым ошибки.
Когда до торца взлетно-посадочной полосы оставалось 300 метров, диспетчер передал уточненные метеорологические данные, которые были ниже минимума для Ан-24, что требовало немедленного ухода на второй круг. Однако экипаж этого не сделал. Даже более того, на высоте 75 метров вертикальная скорость возросла до 6 метров в секунду, тем самым создавая аварийную ситуацию. После прохода высоты 62 метра сработал сигнал высотомера, но снижение не прекратилось. Лишь на высоте 35 метров пилоты увидели, что авиалайнер несется на лес. Поэтому резко потянули штурвалы на себя, тем самым подняв нос самолета и заставив его начать переходить в набор высоты, что привело к почти полуторакратной перегрузке. Также кто-то без команды перевел двигатели во взлетный режим, однако полностью прекратить снижение экипаж не успел. На расстоянии 180 метров до дальнего приводного радиомаяка Ан-24 врезался правой плоскостью крыла в деревья. От удара плоскость разрушилась, а правый двигатель выключился. При этом автоматически зафлюгировался правый воздушный винт. Однако левый двигатель в этот момент уже начал выходить на взлетный режим. Столкновение произошло через пару секунд после увеличения режима двигателя, что вызвало асимметричную тягу, что в сочетании с асимметричной подъемной силой из-за разрушения правой плоскости привело к появлению правого крена, который быстро достиг 27 градусов. Экипаж попытался парировать его максимальным отклонением руля направления и элеронов, что поначалу уменьшило крен до 12 градусов. Однако через пару секунд из-за срыва потока на обрубке правой плоскости правый крен начал вновь стремительно расти. В 17 часов 28 минут Ан-24 с креном почти 90 градусов врезался правой плоскостью в насыпь автодороги, перелетел ее и врезался в земляной вал, после чего полностью разрушился и сгорел. Прибывшие спасательные службы обнаружили на месте падения 8 тяжело раненых пассажиров. Остальные 27 пассажиров и все 5 членов экипажа погибли. Расследованием причин катастрофы рейса 37577 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Согласно отчету, катастрофа самолета Ан-24 произошла вследствие сочетания следующих факторов. Недостаточная подготовка экипажа к посадке в рассматриваемых условиях и неудовлетворительное взаимодействие членов экипажа, в том числе и в части распределения функций командира и второго пилота, что привело к нарушению схемы захода на посадку и преждевременному снижению ниже высоты принятия решения в сложных метеоусловиях, вне видимости наземных ориентиров. Нарушение экипажем минимума аэродрома посадки, установленного для данного типа воздушного судна при заходе на посадку по системе ОСП, что сопровождалось интенсивным снижением с целью установить визуальный контакт с наземными ориентирами на предельно малых высотах. Неоднократное игнорирование командиром и вторым пилотом необходимости ухода на второй круг при достижении высоты принятия решения, получение информации диспетчера об ухудшении вертикальной видимости, а также при срабатывании на высоте 62 метров задатчика радиовысотомера, что не позволило предотвратить последствия допущенных при заходе на посадку ошибок. Невыполнение проверяющим бортмехаником-инструктором своих обязанностей в части контроля за действиями проверяемого. Смотрите также. 2 апреля 1969 года самолет Ан-24Б польской авиакомпании «Лёт» выполнял внутренний пассажирский рейс 165 по маршруту Варшава-Краков. На борту самолета находились 48 пассажиров и 5 членов экипажа. Но при заходе на посадку в аэропорт Кракова экипаж столкнулся с плохими погодными условиями и ограниченной видимостью из-за сильного снегопада, после чего Ан-24 пропал с экранов радара.